Привет всем! В этом видео я расскажу про многофункциональный таймер. Эта модель называется ZK KTD2. Ссылочку на нее оставлю вам в описании. Это многофункциональный таймер, который можно запрограммировать на 15 различных программ. И в этом видео как раз я продемонстрирую все эти программы, подключим для примера вот эту лампу и будем каждую программу проверять. Модуль питается напряжением 12 вольт. Вот здесь есть клеммник. Здесь два контакта для питания, вот эти два, вот плюс, минус. А вот эти два контакта это с реле. Вывод. Сюда мы будем подключить лампу. Ком, получается, вот этот контакт. Сюда мы будем подавать плюс, либо фазу можно подавать. А при включении плюс, либо фаза будет появляться на вот этом контакте. Один плюсовой провод вот сюда. При включении на него будет подаваться напряжение, а минус мы подключаем напрямую к источнику питания. Вот я сейчас сразу запитаю минус от блока питания. Вот. А плюс мы берем отсюда. Вот я беру проводок. Плюс берем с блока питания и подаем его на контакт ком. Вот так правильно запитывать потребитель. Минус напрямую, а плюс идет через реле. А вот эти два контакта идут для питания самого модуля. Также я беру с блока питания плюс-минус. GND подключаем это минус, а VIN это плюс. Все у нас готово, подключено. Дисплей у нас засветился, вот нолики показывает. Также здесь есть у нас вот клеммничек внутри, трехконтактный. Это сигнал триггера мы можем подавать для запуска реле. Некоторые программы, не все, некоторые работают при подаче питания, то есть подаем питание, начинает выполняться программа. Для некоторых нужен сигнал. Это внешний источник, либо с датчика какого-то. Вот у нас промаркировано GND, центральный контакт. Это минус, а два крайних это у нас плюс. Low это низкий сигнал, с какого-либо датчика можно взять. Датчик движения, датчик освещенности, ну какой-то низкий уровень, там 0,2 вольта. То есть с какого-то устройства может быть взят сигнал. Вот этого провода в комплекте нет, я взял его с вольтметра, амперметра, там такой провод в комплекте идет. Его можно отдельно заказать, ссылочку я оставлю. Ну, я взял с другого просто прибора, он сюда подходит. Вот так мы подключаем. То есть центральный провод это у нас минус, он здесь у меня красный получился. Вот этот сигнал плюс низкого уровня, с какого-либо датчика можно взять. А вот это у нас черный, это у нас будет плюс высокого уровня, то есть там от 5 до 24 вольт. То есть сюда минус, сюда плюс мы подаем, и подается сигнал для включения работы таймера. Вот красный у нас минус. Я также с блока питания возьму, и чтобы вам продемонстрировать, буду подавать. Возьмем отсюда с минус мы к клеммнику подключим постоянно. Вот, а с помощью плюса мы будем подавать сигнал для включения реле. Вот так. Мы подали, и программа запустилась. Вот там я уже клацал, какая-то программа уже с таким сигналом работает. Теперь я покажу, как этот таймер настраивать. Здесь у нас есть кнопка включения-выключения. Off. Таймер выключен, программы выполняться не будут. On. Таймер включен, выставленная программа будет выполняться. Это однократным нажатием. Если удерживать несколько секунд, CP это отключение дисплея через 5 минут, то есть реле будет работать, например, вы выставили циклическую программу, через 5 минут дисплей погаснет, но программы выполняться будут. Еще раз задерживаем, нажимаем на несколько секунд OD, это дисплей светится у нас постоянно. Программа выполняется, работает, дисплей тоже горит. То есть удержание мы можем переключать. Дальше кнопка шестеренки. Можно просмотреть выставленные параметры. Задержка выключения, вот 1 секунда выставлена. Если долго удерживать, там больше 2 секунд,
заходим в меню настроек и выбираем нужную программу. С помощью стрелочек мы выбираем плюс-минус, добавляем значение, либо убавляем. Так, ну давайте начнем с первой программы. Заходим в меню настроек, выбираем. Первая программа, она у нас нулевая, P0, P00. Дальше нажимаем шестеренку. Вот у нас 10 секунд. Это задержка включения. С помощью стрелочек выбираем значение 10. Кнопкой включения мы можем переставлять точку. То есть это у нас будет секунды, это десятые секунды можно выставить, если вам надо меньше секунды значения выбирать. То есть там 1 секунда, вот 1,6, 1 секунда и 6 десятых секунды. Точку можно переставлять. 3 точки горит, это минуты, то есть 16 минут. И точка, когда у нас справа, это у нас 16 секунд. 16 секунд это долго ждать. Мы, например, переставим, чтобы были десятые секунды, и выставим 2,9 секунды. Чтобы сохранить настройки, зажимаем на 2 секунды шестереночку. И вот наша программа «Задержка включения». Вот я сейчас отключу питание таймера. Подаем питание. Идет задержка включения. Таймер включился и светится постоянно. Заново выключаем питание таймера, включаем, задержка включения. Время отчитало, лампочка загорелась. Это программа P0. Берем следующую, выбираем P01. Здесь у нас задержка выключения. Вот 1 секунда, поставим, например, там 2,5. Сохраняли. Теперь при подаче питания у нас таймер будет включать лампочку на выставленное время. Время у нас 2,5 секунды. Убираю питание с таймера. Подаем питание. Таймер включился на 2,5 секунды. Лампочка погорела и выключилась. То есть можно выставить там 10 минут. Питание подали, таймер проработал 10 минут, отсчитал, лампочка потом погаснет. Дальше берем следующую программу. P02. Задержка. P 2,5 секунды. Потом выключены 2,9 секунды. Сохраняем настройки, смотрим, что получилось. Это циклический режим. То есть у нас будет включаться и выключаться. Одно значение – задержка в выключенном состоянии. Второе значение – задержка во включенном состоянии. Также я не показал. Сейчас я зайду в настройки. Здесь еще выставляется OP-CL и LOP – это количество повторений. То есть вот 2 здесь стояло. Если вот так вот выставить, это будет бесконечно. То есть пока подается питание, будет включаться-выключаться. Если выставить какое-то значение, то вот количество раз включение-выключение произойдет. Но мы ставим бесконечность, сохраняем настройки, и будет постоянно туда-сюда включаться-выключаться. Теперь следующая программа. Заходим в P03. Здесь точно такая же программа, будет только наоборот. OP-CL это выключено. Количество повторений. Вот, сохраняем. Удерживаем шестеренку. Настройки сохранились. Сначала выключено, потом включено. То есть работает циклически, только наоборот. Сначала выключено, потом включено. И также можно выставить количество повторений. Дальше заходим. P04. ОП. Задержка 2,5 секунды. Сохраняем настройки. Это у нас программа работает по сигналу триггера. Вот ничего не произошло. Отключаем питание. Включаем. И ничего не происходит, потому что мы команду не даем. Вот триггер, как я говорил раньше. Замыкаем контакты. Задержка выключения. То есть по сигналу триггера таймер включил лампочку вот на выставленное время. Там 2,5 секунды мы ставили. По сигналу триггера работает. Смотрим следующую программу, 5. ОП.
2,5 секунды. Сохраняем настройки. Здесь будет что-то похожее, только мы триггером сможем, я думаю, там либо продлять время, либо досрочно отключать. Пробуем. Включили. Вот отсчет времени. Повторный сигнал триггера у нас вызывает сброс таймера, и он начинает заново считать. То есть, если большое время будет там отщелкало, вы опять клацнули и продлили время работы. Время отсчета будет начинаться заново. Дальше пробуем шестую программу. Я думаю, так же само будет вот, 2,5 секунды, только здесь будет досрочное отключение. В принципе, много таймеров имеют похожие функции. Вот мы запускаем таймер и досрочно выключаем. Запустили. И пока время не отсчитало, можно его выключить раньше. Также таким же сигналом триггера. Заходим, выбираем седьмую программу. Это у нас задержка выключения. Пробуем. Вот седьмая программа также само не включается. Нужно сигнал триггера. Пошел отсчет времени. Задержка включения. И повторным сигналом мы можем заново отключить. Пошел отсчет времени. Включилось. То есть по сигналу триггера. P8 пробуем. OP, CL. Здесь должен быть какой-то другой режим. Сохраняем и пробуем. Восьмая программа. Ничего не происходит. Подаем сигнал триггера. Задержка включения. И включилась на выставленное время по второму таймеру. Вот. Задержка включения. И потом некоторое время проработала. Это восьмая программа. ОП время 2,5 секунды. CL 2,9. Сохраняем. Также ничего не происходит без триггера. Задержка включения. Потом по второму таймеру отсчитала. Выключилась. И вот задержка включения. Можем продлять ее повторным сигналом триггера. То есть задержку включения поставили. Потом еще раз сигнал подаем, и время заново начинает отсчитываться. Вот тоже похожая программа, но время можно продлять. Пробуем дальше. Десятую программу. OP, CL, количество повторений. Сохраняем. Мы повторения поставили бесконечность. Задержка включения. Это циклический режим будет. Вот, время работы, и работает либо по количеству выставленному, либо бесконечно. И здесь повторный сигнал триггера включает на постоянку работать лампа постоянно. Либо по циклическому включению-выключению, либо постоянно включено. Либо можно выключить с кнопкой OFF. То есть можно включить, выключить, либо работа по циклическому таймеру. Смотрим следующую программу, заходим в настройки. 11-я программа. OP. CL. Количество повторений. Сохраняем. По умолчанию выключено. Вот OFF выключено. ON переводим. Тоже выключено. Запускаем по сигналу триггера. Включилось. Выключилось. Это будет циклический режим. С помощью повторного сигнала триггера мы выключаем программу. Лампочка не горит. Включаем программу, либо выключаем программу. Здесь по умолчанию, когда программа выключена, лампочка не горит. В предыдущей программе лампочка горит. Так, пробуем следующую. 12-я программа. OP, CL, количество повторений.
Сохраняем настройки. Время я то же самое оставляю, чтобы время не тратить. Запустили, включилось, выключилось. Циклический режим. Здесь на сигнал триггера не реагирует. То есть вот оно запустилось по сигналу триггера и будет постоянно работать. Выключить можно с помощью кнопки. Пробуем следующую программу. P13. ОП здесь выставляется. И все. Только один таймер. Сохраняем настройки. Пробуем. По умолчанию выключено. Здесь у нас задержка выключения. Но как она работает? Там мы касались контакты. Здесь мы, если зажали их постоянно, отсчет времени не начинается. То есть там на сигнал триггера, а здесь сигнал триггера постоянный. И когда мы отключаем, идет задержка выключения. То есть можно тоже поставить какую-то там минуту, например. Вы включили выключатель. Например, в гараже свет включили. И хотите свет выключить, но чтобы он еще чуть-чуть погорел и потом сам выключился через минуту. То есть вот вы ставите сюда выключатель. Выключатель выключили и пошел отсчет времени. И потом через время выставленная лампочка погаснет. То есть это можно там сделать, например, для вентилятора там в туалете, чтобы когда вы там все выключили, отключили, а вентилятор еще поработал какое-то время. То есть задержка выключения. Смотрим следующую программу. 14. Заходим в настройки. CL выставляется. 2,9 секунды у меня стоит. И все. Одно время. Сохраняем настройки. Сохранили. Пробуем. По умолчанию ничего не работает. Триггером мы задержку включения, потом включилась. Вот так же само, как предыдущая программа, то есть задержка выключения. Вот пока у нас сигнал на триггер постоянно подается, включен, отсчет времени не начинается. Как только мы сигнал убираем, время отсчитывается и затем включается лампочка. То есть вот при включении опять лампочка отключается. То есть задержка включения идет. И последняя 15-я программа. Здесь она не очень понятная. Выставляется время CLL. Это low минимальное. H это максимальное. От 0 до 99 секунд выставляется. SP это частота. Ну, я думаю, эта программа вообще не для этого реле. То есть у нее функция, сейчас я покажу, вот 9 секунд H стоит. Сохраняем настройки. По умолчанию лампочка горит, то есть реле включено. Когда мы подаем сигнал триггер, у нас реле выключается на время, выставленное в параметре H, и заново включается. То есть там вообще было написано на рандомное выключение, но я так понаблюдал, что оно все время вот этот CLH, вот по этому времени оно ориентируется, то есть выключается на время выставленное вот CLH, вот это время. То есть лампочка постоянно горит, но по сигналу триггера отключается лампочка на вот это время. Вот так работает 15-я программа. В общем, рассмотрели мы все функции данного модуля. Ссылочку на него я вам оставляю в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.